Всем здравствуйте, меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. Сегодня я к вам с очень необычной локации. Мы находимся на колесе обозрения. Я вам показываю город с высоты птичьего полета. Но на самом деле самое главное – это презентация вот этой кофточки, которая сейчас на мне. Хоть на улице светит солнце, но прохладно, и в ней очень комфортно. И сегодня я хочу вам представить это изделие, о нем и пойдет речь. В этом изделии мне хотелось больше всего поэкспериментировать, поэкспериментировать именно с пряжей. В прошлом году моя подружка Ирина Федотова присылала мне в подарок 2 бобинки пряжи. Они одинакового производителя, было 2 разных цвета. Один вот такой поярче. Я пыталась из него вязать, но у меня как-то ничего не получилось. И эта бобинка дождалась своего времени. Это пряжа Филпуччи от названия. Здесь в составе 46% Super Kid Mohair, 17% меринос и 37% ПА. Здесь в 100 граммах 350 метров. Обе бобинки по 400 граммов. Сама ниточка, давайте я вам покажу. Вот такая ниточка. Из розового цвета я вязала дочке кофточку, она в ней благополучно, значит, отходила. Я думаю, что и в этом сезоне она ей еще будет как раз. Здесь пушок очень деликатный у этой пряжи, она очень мягкая, приятная, комфортная на ощупь. И компаньоном к этой пряже я решила добавить, это тоже подаренная пряжа от моей подписчицы Татьяны. Вот эта пряжа, она меня манила, но только изделие чисто из этой пряжи никак у меня не рождалось. Значит, но я ее использовала в своей рубашке Висконти, и вот сейчас она послужила компаньоном, прекрасным компаньоном к этой пряже. По цвету они очень хорошо друг другу подходят, и именно пехорка жемчужная дает такой меланжевый эффект полотну. У пехорки вот жемчужная — это одна из моих любимых пряж. Ну, пехорки у меня мало что любимого, а вот эту пряжу я очень люблю. Здесь в составе 50% хлопок, 50% вискоза, в 100 граммах 425 метров. Вот этот цвет называется лосось. Очень красивый цвет. Ну и за счет того, что здесь есть вискоза, эта пряжа имеет характерный блеск. Сочетая эти 2 вида пряжи, я знала, что у меня получится меланжевый эффект. Никаких узоров я здесь не планировала, потому что это было бы уже лишнее. Мне задают иногда вопросы, вяжу ли я образцы. У меня есть видео, посвященное этому. Если я и вяжу образцы, то они у меня вот такие небольшие. Вяжу я их, как правило, из бобинной пряжи, чтобы понять, как она себя поведет после стирки, какое будет раскрытие пряжи, какой номер инструмента мне в этом случае выбирать. Больше мне образцы ни о чем не говорят. Вот, связала я этот небольшой образец и приступила к работе. Я говорила о том, что изделие само по себе будет несложное, я поиграю над акцентами. У меня большая любовь к изделиям, кофточкам на запах. У меня есть одна красивая, блестящая, с пайетками, связанная с полухлопкой. Я ее благополучно ношу. А тут мне хотелось именно теплое изделие. Я и в прошлом сезоне уже думала об этом изделии, правда, из другой пряжи. Но
руки не дошли. А вот сейчас, уже при подготовке к новому сезону, у меня есть очень красивое изделие. Здесь, конечно, цвет. Безумно красивый коралловый цвет. У меня есть туфли в цвет такого же цвета, да, потому что у меня есть нарядное платье Венера. И я покупала туфли именно к платью. Ну, и по случаю, вот в сочетании, если такой верх, темный низ, то вообще просто классный получается образ. И единственное, что я в этот раз сделала, у меня пояс немножечко по-другому. То есть, если у меня в прошлой кофточке на запах четко на талии, да, завязывается пояс, то в этом случае у меня завязывается вот здесь. И внутри у меня еще вот завязки, чтобы зафиксировать. Здесь я могу регулировать потуже, поменьше, послабже. А вот эта часть, она фиксируется вот здесь. То есть у меня талию никак не обхватывает. Мне хотелось свободное такое изделие. Рукава здесь тоже у меня широкие. Я это делала специально. Но манжеты у меня как бы, да, на рукаве здесь поменьше, а потом уже рукав у меня пошире. Я еще хотела шире, но я боялась, что все-таки я утяжелила пряжу, добавив сюда хлопок с вискозой. И я побоялась, что это будет не очень красиво смотреться, поэтому я сделала их шире. Но, то есть объем я рукавам придала, но допустимый для именно этой пряжи, чтобы не болталась и не висела. Изделие связано отдельными деталями. Сама по себе конструкция предполагает вязание отдельными деталями. Я конструктивно вам сейчас объясню, как я выполняла вязание. Само полотно здесь простое, лицевая гладь. Играть можно абсолютно с любой пряжей. Можно взять однотонную пряжу, можно смешать 2 пряжи, 3, 4. Вязание – это творческий процесс. Значит, я вязала на 44 российский размер. Спицами номер 4 я вязала это полотно. Итак, спинка. На спинку я набирала 82 петли. Вязала вверх до проймы. На пройму я убавляла такой шаг 7, 3, 2 петли и далее вывязывала вверх. Для тех, кто зашел ко мне впервые и непонятно, что значит, да, вывязывать пройму и шаг, у меня есть подробные мастер-классы, например, платье жемчужное. Можете найти в плейлистах, где платье, и там я подробно показываю, как я вывязываю, например, значит, пройму, как я вывязываю горловину. Это можно все найти. Итак, выполнила закрытие на пройму, у меня осталось 56 петель, вязала вверх. По спинке я всегда делаю углубление. Всегда, во всех изделиях. Я не закрываю здесь прямо. Значит, у этого изделия есть небольшой скос плеча. После того, как у меня осталось 56 петель, я оставила на плечи по 17. 22 петли я закрыла по центру. Далее, чтобы горловина у меня была красиво закругленная, я закрываю еще с краю. После кромочной я закрываю 2 раза по 1 петле. У меня в результате останется 15 петель на спице, на плечо. Я разделила, значит, 5 петель не довязала, повернулась, потом 4 петли не довязала, повернулась и все петли провязала. Плечевые швы сшиваю методом 3 спиц. Мне этот метод очень нравится в последнее время. Все, спинка готова. Далее приступаем к полочкам. Значит, мне хотелось, чтобы полочка, то есть можно набрать столько же, провязать, потом, значит, закрывать, и она будет полностью вот так. Но мне хотелось, чтобы у меня полочка начиналась, да, то есть у меня, чтобы вот здесь было какое-то пространство, именно по той причине, что у меня вот здесь завязки вот здесь фиксируются. На полочку я набрала 65 петель и провязывала таким же образом вверх,
шаг 7, 3, 2. А вот здесь я провязала определенное количество вверх. Сейчас я вам скажу, сколько сантиметров. Провязала я 12 сантиметров вверх и начала делать убавки. Мне нужно было прийти к 15 петлям. Я разделила этот участок на 3. Первый у меня был самый большой участок. Я закрывала в каждом лицевом ряду после планки. У меня здесь планка сразу же цель навязанная. На планку здесь, то есть я эти петли вместе с планкой закладывала. После планки я выполняла закрытие в каждом лицевом ряду, и сделала я это 15 раз. Затем 5 раз я закрывала через один лицевой ряд, то есть получается 3 ряда провязала, в 4-м закрыла. И остальные здесь уже петли я закрывала в каждом лицевом ряду как раз до 15 петель. Планку я оставляла, и я ее вязала дальше, получается, до середины спинки. То есть вот до середины спинки нужно было планку связать. То есть вот здесь 15 петель. Здесь у нас получается кромочная, 4 петли это на планку, и за ней еще была следующая петля, то есть изнаночная. Вот эти петли я оставила. Аналогично в зеркальном отображении вяжется и вторая полочка. Ну а дальше рукава. С рукавами немножко покумекала. С 3-го раза только они у меня получались. Да, хотелось рукав широкий. Первый раз набрала очень широкий. Я посмотрела, думаю, нет, будет не очень хорошо смотреться. То есть мне нужен был пышный рукав, но в меру для этой пряжи. Значит, рукав у меня вточной получается. Так. И мне нужно было, да, чтобы у меня была вот эта вот планочка внизу, чтобы она у меня была как бы фиксированная все-таки на руке, но не прям плотно-плотно по руке, но все-таки она, чтобы очень хорошо держалась. Значит, и поэтому вот здесь я и перебирала несколько раз. Значит, 38 петель я набрала изначально и провязала 6 рядов, всего 6 рядов. Дальше, сразу же после вот этой планочки, я выполнила прибавки через каждые 2 петли, считая кромочные. То есть кромочная, лицевая, прибавка из протяжки. Из протяжки делала прибавки. И получила я 56 петель. Вот. Когда я первый раз я не угадала, вот с этой планкой перевязывала. Второй раз я вот так столько связала, сантиметров 10-15 рукава. И поняла, что очень широкий. Я выполнила еще потом прибавки. Но поняла, что мне достаточно на рукав 56 петель. И вязала его прямо до той поры, пока мне не нужно было делать окат рукава. Перед окатом я прибавила в каждом лицевом ряду. Здесь после кромочной, здесь перед кромочной 4 раза. Я обычно 3 раза добавляю, мне достаточно. Здесь в этот раз я решила сделать 4, потому что мне нужны были вот эти лишние 2 петли. И получила я в результате 64 петли на окат рукава. Также, как я вывязываю окат рукава, я вас отправила на подробный мастер-класс, где это можно посмотреть. Рукав делится пополам. Получается здесь 32 петли и здесь 32 петли. В свою очередь эти 32 петли мы делим на 3 части. В первой части я выполнила закрытие 6, 3, 2. Во второй части 10 раз по одной петле закрыла. И в третьей части я закрывала 4, 3 и 3. Нет, 4, 4, 4, 4 и 3 петли. Я вообще хотела, чтобы у меня и вот эта вот часть, чтобы она у меня была присборенная в области вот головки рукава, но у меня не получилось. Ну и так как есть, в принципе, меня это все устраивает. Все, дальше рукава я вточала. Значит, также методом 3 спиц
соединила планку по спинке, я ее пришила крючком уже по спинке. Сейчас я это вам покажу. И нужно было мне с завязками, как я выполняла завязки. Вот планка по спинке. Вот в этой части она пришитая. И вот здесь этот центр методом 3 спиц соединено. Здесь просто соединительными столбиками. И рукава также, когда я их втачиваю, я это выполняю соединительными столбиками. В этом случае получается изделие очень приближенное, к фабричному. Так я вам скажу. Дальше, значит, с поясом. Взяла нить, вот вычислила, взяла маркеры, наметила здесь, определила, где будет пояс, и сбоку тоже, где будет пояс. У меня вот здесь были маркеры и вот здесь маркеры. Набрала 6 петель, кромочная, 4 петли, кромочная, 6 петель всего. Сразу же взяла спицу и ниже, то есть если будем сразу подхватывать вот под кромочную, видите, то тогда будет очень большая дырка. Я это делаю чуть ниже, вот чуть ниже. В этом случае не будет никакого провисания, все очень плотно. Набрала эти 6 петель и стала вязать. Все, вязала, 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 вязала. Просто на глаз, да, сколько мне приблизительно надо, потому что завязывать можно просто на узелок классический, либо бантиком, здесь кому как нравится. Также сделала с другой стороны, также через петельки набрала и стала вязать. Все, связала вторую часть пояса, а внутри взяла крючок, набрала воздушную цепочку, у меня здесь 45 петель, и столбиками без накида прошла по этой цепочке. С этой стороны, да, чтобы просто завязать. Здесь на узелок завязываете. Бантиков здесь не нужно. Все. И здесь, в этой области, тоже завязывается. Мне хотелось именно, чтобы здесь был бантик. Ну а как смотрится, вы это уже видели. То, что получилось в результате, я очень довольна. Я довольна сочетанием этих двух видов пряж. С одной стороны, казалось бы, да, теплая летняя пряжа. Но я добавляла пряжу летнюю для того, чтобы уплотнить полотно. Из одной этой нитки я уже вязала, знаю, что из себя представляет. Мне нужно было уплотнить полотно. Дальше стабильность пряжа дает, да, вот эта летняя. Хотя и сама по себе эта пряжа в вязании достаточно стабильна. То есть она не вытягивается, не растягивается полотно. Просто оно очень тонкое и воздушное. Мне нужно было поплотнее, хотелось. Ну и пехорка, вот эта жемчужная, она дала красивый меланжевый эффект полотну. Мне очень-очень понравилось. Цвет красивый, сочный. Сама вот теплая пряжа, она имеет небольшой пушок, небольшой. Единственное, слегка оставляет след на одежде. Ну, ничего страшного, пряжа это все-таки теплая. И сегодня, когда мы приезжали, чтобы сделать фотосессию на улице, пройти незамеченной невозможно. Да, это получился очень красивый образ. То, что получилось, мне очень и очень понравилось. И я с удовольствием буду носить это изделие в преддверии наступающего холодного времени года. И, конечно, всем вам я хочу сказать, экспериментируйте, сочетайте, не бойтесь, это очень интересно, увлекательно. Сочетать разные виды пряжи, что же получится в результате. И как всегда в конце видео я хочу вам сказать, вдохновляйтесь, творите, создавайте, будьте неповторимы. Ну а я с вами прощаюсь, надеюсь, совсем ненадолго. До новых встреч. Пока-пока.